Добрый день! Добро пожаловать на канал Релокод. Сегодня мы обсудим, почему Великобритания– это лучшая страна для развития бизнеса. Мы собрали основные положительные черты этой страны и готовы с вами поделиться. Но прежде чем мы начнем, я хочу немного познакомить вас с нашей командой Релокод. Мы занимаемся релокацией бизнеса в Европу и другие страны. Также занимаемся получением стартап-виз для команд и Global Talent визой. На рынке мы уже более 7 лет и работаем более чем с 10 странами. Также, если вы до сих пор не подписаны на наш канал в Телеграме, то я вам очень советую это сделать, потому что там вы можете найти огромное количество полезной информации по релокации, а также других актуальных новостей на эту тему. Также вы можете написать нам в WhatsApp, чтобы получить бесплатную консультацию, где мы разберем конкретно ваш кейс и ответим на все вопросы, которые у вас, скорее всего, появятся после этого видео. Начнем. Сегодня с нами Елизавета, наш менеджер по Великобритании. Она, как никто другой, разбирается в этой теме и поможет нам понять, почему же мы должны выбрать именно эту страну. Добрый день, Елизавета. Добрый день, Леонид, спасибо большое. Давайте начнем с английского права бизнеса. Это основной аргумент. В Великобритании действует английское право бизнеса. Это значит, что для заключения сделки не нужно никакой бюрократии. Можно достаточно просто договориться, и это очень упрощает работу. И также там существует независимая судебная система и очень развитое право собственности. Следующий пункт, который хочется осветить, это процесс регистрации компаний. Есть такое мнение, что сделать это в Великобритании очень легко. Правда ли это? Да, действительно, это правда. Зарегистрировать компанию или открыть счет в онлайне можно буквально там за 24 часа. Регистрация стоит не очень дорого, в принципе, до 400 фунтов стерлингов. И открыть компанию может любой желающий, то есть для этого не нужно быть резидентом Великобритании или Европы, но нужно будет пройти верификацию и проверку AML. Спасибо. Также есть мнение, что открыть бизнес-счет настолько же легко. Да, действительно, бизнес-счет также можно открыть онлайн. И для нерезидентов есть, правда, ограниченное количество опций. То есть либо в онлайн-банке или открыть международный счет в топ-тир банке. Но для этого необходим достаточно внушительный депозит на счету. Это от 25 до 250 тысяч фунтов стерлингов. А что насчет открытия счета в другой стране для английской компании? Мгм. Если вы не собираетесь работать в Англии и вам нужна надежная компания для работы с контрагентами в других странах, то вы можете открыть счет в любой другой стране для английской компании и сэкономить таким образом на налоге на прибыль. То есть в таком случае налог на прибыль будет равняться практически нулю. А также сэкономить на налоге на доходы, что в принципе является аналогом нашего НДФЛ. То есть при открытии LLP партнер не резидент, который получает доход в другой стране, не будет платить подоходный налог в Англии, так как он не является налоговым резидентом Англии. И даже если доход в Англии у него появляется, то налог будет платиться только с него, а не со всего дохода. То есть такая вот интересная, тут тоже момент такой интересный. Действительно, очень удобно. Хочется также осветить ВАТ. Что вообще это такое? Ну, ВАТ это что-то вроде нашего НДС, то есть ВАТ в 20%, опять же, здесь он взимается только если оборот компании достиг 85 тысяч фунтов стерлингов в год. Такой corporation tax, это налог на прибыль, он составляет 19%. А вот налог на дивиденды в Великобритании один из самых низких в мире, даже ниже, чем в Нидерландах и Швейцарии, 7,5%. И при этом первые 2000 фунтов стерлингов в год вы можете вводить без необходимости уплаты налогов. Говоря о политической и экономической стороне страны, что можно выделить? Какие основные преимущества?
Ну да, тоже с политической, экономической точки зрения здесь есть тоже большое преимущество, потому что, в принципе, в Великобритании достаточно хорошие политические и экономические отношения с большинством стран мира, и поэтому английской компании, в принципе, проще получить доступ к международным контрактам и финансированию, как венчурному финансированию, так и банковскому финансированию. Также о представительствах компаний в Великобритании. Действительно ли настолько много представительств в этой стране? Да, действительно, практически все крупные компании и фонды имеют свои представительства в Великобритании. И, в принципе, из Великобритании достаточно удобно управлять какими-то локальными командами, да, допустим, из СНГ. Ну, это, наверное, плюс, потому что тут небольшая разница в часовом поясе, да, не придется работать по ночам, как, допустим, если вы управляете из Сан-Франциско, и достаточно допустимая разница с Азией, 5-7 часов плюс, и США тоже там 5-7 часов в минус. И о визах для предпринимателей. Можно подробнее об этом? Мгм. В принципе, преимущество для бизнеса действительно является то, что в Великобритании существует несколько типов виз для предпринимателей. Мы в Релокоде занимаемся визами стартапа, Innovator виза, виза новатора и визами Global Talent, которые тоже можно отнести к визе для предпринимателей, потому что вы имеете право открывать свою компанию и заниматься бизнесом, если вы едете в Великобританию по этой визе. Людям, которые приехали в Великобританию по этой визе, доступны налоговые льготы и льготные ставки по кредитам, что, в принципе, достаточно удобно, потому что Великобритания сейчас очень нацелена на то, чтобы создавать, чтобы как бы приманивать в Великобританию все больше и больше мозговитых, так сказать, людей, которые могут улучшить и повысить ну, как бы, вообще, в принципе, техническую сферу Великобритании. Спасибо большое, Елизавета, за информацию. Хочу еще раз напомнить вам, что вы можете получить бесплатную консультацию, если напишите нам в WhatsApp. Огромная просьба составить структурированные вопросы в связи с огромным количеством заявок, и мы обязательно ответим на все из них. Также, если вам понравилось это видео, то оцените его и напишите свои вопросы в комментарии. Мы ответим на них в видеоформате.